Почему в Японии нет секса, но есть свое летоисчисление? Как и какую мангу читают пожилые японцы? Кого казнят в Японии? Все это и многое другое в сегодняшнем моем видео. Здорово, хлопцы! Привет, девчата! С вами снова Пых, и сегодня поговорим с вами о малоизвестных, но, на мой взгляд, довольно-таки интересных фактах о Японии. Смотрите видео и пишите в комментариях, что из ниже-перечисленного вы знали, а может быть и нет, что вам понравилось, что нет, а возможно есть те факты, которые я не рассказал. Пишите, обсудим, поговорим. Итак, поехали! На сегодняшний момент более 20% территории Японии находится в частной собственности, то есть у нее свой владелец, и это не государство. Сюда относятся не только горы, леса, поля, часть рек и прибрежная часть даже Японии, но и целые острова, которых у Японии довольно-таки большое количество. Если мы говорим о частном владении, то же самое Фудзисан сейчас находится у частного собственника. Это не государство, повторяюсь еще раз. Заход на частную территорию в Японии грозит определенными последствиями. Нередко я читал в блогах, что можно в Японии, допустим, просто зайти в лес, поставить палатку или разжечь костер. На самом деле это довольно-таки не так. Частная территория запрещает все эти действия, и если вы видите посреди себя табличку, например, Татирикинси, то есть посторонний вход воспрещен, то знаете, что сюда лучше не заходить и не вольничать, потому что есть туристы, которые приезжают в Японию, например, и ставят палатку где хотят, даже рубят деревья или разводят костры. Минимум, что вы можете получить, это вас выгонят с данной территории, а максимум могут даже арестовать. В то время как большая часть мира использует григорианский календарь и считает годы от дня рождения Христа, сейчас у нас 2021 год, будет 2022, в Японии практикуется еще одна своя собственная японская система летоисчисления, приравниваемая к правлению того или иного императора. Например, сейчас у нас Рейва, третий год, Рейва Саннен. Это произошло после того, как изменился опять-таки император. Пожилой император сменился на молодого. Вообще, данная система довольно-таки проблематична для ряда иностранцев, потому что многие документы, которые заполняются в Японии, они используют как раз таки данную систему, и свою дату рождения нужно сдать непосредственно по японской летоисчислению. Например, у меня это Сёва Рокуджиитиня. Да, это 61 год от Сёвы. Это тоже нужно запоминать, и чтобы вам не было потом сложно, да, в заполнении документов, лучше, конечно, сдать свою дату рождения по японской системе летоисчисления. Центральное отопление в Японии не существует, об этом я уже вам рассказывал не раз, поэтому, да, если вы живете в Токио, например, Чиба или Канагава, то в домах будет холодно. Это не говорит о том, что ее вообще нет. Она есть, например, на Хоккайдо, но там довольно-таки малое количество городов, где она используется, и вообще говорят о том, что она пришла как раз-таки из России, потому что система довольно-таки похожая. Но в других частях Японии вы ее практически не найдете, поэтому в Японии в основном обогреваются либо это теплые полы, теплые коврики, также кататься, но в основном это обогреватели, либо кондиционер. Бесплатные туалеты в Японии в довольно-таки большом количестве, причем, наверное, проблематично найти будет платный туалет в Японии, чем не найти бесплатный. Бесплатные туалеты находятся везде. Это и станции метро, это и комбини. Если попросить, то можно использовать. Также это большие шоппинг-центры, выставочные залы и прочее. Но также, конечно же, это обычные парки. Причем в парке я обычно не находил таких парков, где нет вообще туалета. И то же самое касается станции метро. Для туристов порой довольно-таки дико, потому что многие, кто приезжают из других стран, говорят, что у них туалеты платные, а в Японии практически везде, можно сказать, да, везде туалеты бесплатные. На сегодняшний момент многие туристы до сих пор еще не знают того, что в Японии чаевые не приняты. Поэтому, если вы платите, да, то нужно платить так, чтобы не осталось, например, сдачи, если так любят люди, либо ждать сдачу, потому как есть иностранцы, которые, да, там бросают, например, это 10 тысяч йен, и это вам на сдачу, то есть оставьте ее себе. Нет, этого делать в Японии не нужно, потому что вы тем самым только смутите официанта и поставите его в затруднительное положение. Поэтому нужно ждать того, что вам принесут сдачу, если вы платите не полную сумму, да, то есть, которая указана в чеке, а больше ее. Еще один важный момент, что в Японии распространена система так называемая бэцубэца и варикан. Это означает то, что, например, если вдруг вы на свидании, да, и будете платить за девушку, она, возможно, откажется за данную услугу, то есть вам придется платить только за себя. В Японии это довольно-таки распространено. Также, например, это касается и когда японский парень приглашает, да, иностранную девушку, и девушка ждет, что он оплатит весь счет. Это, к сожалению, тоже, да, как бы момент, который, допустим, русскоязычной девушке не все нравится, и считает, что парень должен платить за нее. Но в Японии принято так, что каждый платит сам за себя, и это для японцев вполне нормально.
Несмотря на то, что многие считают, что японское аниме и манга только для подростков, для фанатов, для студентов, на самом деле это не так, и многие японцы от малого до велика смотрят аниме и также читают мангу, причем здесь это в разные возраста. Вообще понятие аниме – это слово, которое произошло от английского animation и обозначает любую анимационную продукцию, которая произведена на территории Японии. При этом принято различать, что есть аниме – это японская продукция, да, произведенная на территории Японии, и кайга аниме, то есть это анимационная продукция, произведенная за территорией Японии. Например, это мультипликационные фильмы от Disney, Pixar или того же самого DreamWorks. Еще один важный момент того, что мангу в Японии читает довольно-таки большое количество людей, причем, наверное, больше, чем тех, кто смотрит аниме. Нередко я вижу, как в поездах, да, в электричках, в автобусах пожилые японцы в возрасте 60-70, даже старше, читают мангу различных жанров. Твиттер на сегодняшний момент является довольно-таки популярной, можно сказать, даже самой популярной социальной сетью в Японии, при этом даже он не уступает своей позиции TikTok. Вообще, большинство известных людей в Японии, известных фирм, они имеют свой аккаунт Twitter и благодаря ему продвигают тот или иной бренд, ту или иную марку или продукт. Стать известным в Твиттере позволит вам стать известным и в других социальных сетях, поэтому многие даже, допустим, там, скажем так, комики, да, которые выходят из Твиттера, потом становятся известными на всю страну. Твиттер, несмотря на то, что в других странах особо не используется, в Японии постоянно набирает обороты, и сейчас в Твиттере, если стать в тренде, то можно достичь довольно-таки высоких вершин. Смертная казнь в Японии на сегодняшний момент до сих пор существует. При этом, если вы думаете, что ее отменили как цивилизованная страна, то вы глубоко ошибаетесь. Все дело в том, что Япония до сих пор применяет смертную казнь для определенных видов преступлений, но при этом приводит смертный приговор довольно-таки с большой отсрочкой. Обычно в год совершается порядка 3-5 смертных приговоров. Еще одной ошибкой является то, что многие иностранцы считают, например, что смертная казнь в Японии, если она даже есть, это харакири и отрубание головы. На самом деле это повешение. А харакири и отрубание головы – это эпоха самураев, это нравы и традиции эпохи самураев. В Японии нет секса и нет поцелуев. На самом деле это так, это не громкое заявление, ведь в японском языке нету таких слов. Есть старое японское слово, записанное двумя канзями, сэппун, которое по сути обозначает поцелуй, но это эпоха самураев, довольно-таки старое слово, которое в момент сейчас уже не используется. В настоящий момент для написания двух слов используются заимственные слова, так называемые гайрайгу, которые пришли с английского языка. Для поцелуя это кису, кис, да, и для секса это сексу, который используется для обозначения полового акта. Вообще в японском языке довольно большое количество гайрайгу, заимственных слов из иностранного языка. По большей части это английский язык, также есть из русского языка, из итальянского, из немецкого. Но большое значение принимает то, что сейчас очень большое количество слов, которые называемый японский английский язык. Это смесь японского и английского языка, который рождает порой довольно-таки интересные выражения. Рождество в Японии – это праздник, который обожают японцы, праздник, который пришел с Запада, так же, как и Хэллоуин, так же, как и День Святого Валентина, День Святого Патрика и многие другие. Вообще в Японии характерно то, что многие не знают саму суть самого Рождества и используют только как отличную, красивую традицию, обычай, поэтому его просто отмечают. При этом в Японии, например, Рождество – это не семейный праздник, а более такой праздник для влюбленных, для парочек, для семейных пар, и отмечают как раз-таки только вдвоем. Символом Рождества в Японии является курочка KFC, что не удивительно, конечно, учитывая популярность самого бренда. Ну, в принципе, можно сказать, что KFC и привел к тому, что он прорекламировал свою курицу, и она стала символом Рождества. И вторым символом является не рождественская ель, а клубничный торт, который в Японии тоже очень популярный, и, как правило, на Рождество все стараются его купить. Дорогие друзья, на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Пишите в комментариях, какие из сегодняшних фактов вы знали, а какие нет. Обсудим, поговорим и поболтаем на данную тему. Я желаю вам удачи, не болейте. С вами Лупых. До скорых встреч. Пока.